Здрасте. Нам на Галерную. А что случилось? Только самый лучший парк носит название Такси Хайп. И помните, у нас много последователей поддельных и фейковых парков, которые тоже пытаются работать с нашим названием. Такси Хайп, Хайп Такси и так далее. Помните, только те данные, только те номера телефонов и те ссылки, которые мы оставляем под нашим видео, остаются и являются реальными. Какой самый лучший парк? Конечно же, Такси Хайп. У нас очень крутая служба поддержки. Мы выводим деньги каждый день. И вообще, мы очень-очень удачны. Поэтому тебе нужно в команду супер удачливых профессиональных людей. Мы ждем тебя в WhatsApp, бегущей строкой и в описании. Удачи! Я просто интересуюсь. С какой целью? Ну вы скажите, там мы вместе, может, тоже посмеемся, если это. Нет, просто сегодня всех людей, которые мы встречали, Так. не выспались. И вот у меня дилемма. Либо Так. это что-то с Луной связано, что так все люди такие, либо это просто мы не выспались. Не-не-не, я объясню сейчас. Это все касается питерского климата. Какая бы погода ни была в Питере, она почему-то какая-то, резкая, да? Либо резко дожди, либо резко жара, либо резко еще что-нибудь. Все это ведет к разбалансировке организма и, как следствие, стресс. А потом депрессия. Поэтому именно поэтому Шнуров написал песню «В Питере пить». Но это уже мы полечились так уже. То есть это вот такая цепочка выстраивается. Ага. А что вы не подвержены депрессии? Я не подвержен. Как-то звучите Не депрессивно. как будто выспались. Нет. Мой секрет прост. Мой стакан всегда наполовину винишко красное, сухое. Ну, да. Этим и живем. Хорошо. Утром просыпаюсь и думаю, скорее бы вечер. Винишко. А вечером, соответственно, уже само винишко, и до утра я спокойно дотягиваю. А так, конечно, непросто. Если бы в Питере был классный климат, то он бы треснул по швам от засилия всех вообще людей, во-первых, с России, во-вторых, не знаю, туристов тоже было бы в 2 раза больше. Это точно. Да. Тяжеловато. Ну а что? Должен же быть какой-то такой вот недочетик. Не все же идеально должно быть. На радио никогда не работали? Я? Да. Нет. Но Обещаете? у меня был такой прямо вот один день, очень странный. Я возил 2 людей, имеющих отношение к, я даже не знаю, как сказать, дикционному бизнесу, да. Одна девушка работает на радио, а вторая работает в колл-центре и ставит речь женщинам, которые работают в колл-центре. То ли там банк, то ли какая-то сотовая компания, я точно не помню. И обе сказали, что у меня есть данные. Но на радио меня не возьмут, поскольку мне нужно пройти курсы радиоведущих или курсы там радиоведущих. Вот, потому что там есть свои особенности. А вторая сказала, что у меня очень приятный тембр голоса. Хотя это был уже вечер. Я тоже так подумал, но когда вторая мне это сказала, я понял, что я таким неотразимым быть не могу. Вечером и 2 раза подряд. Нет, вот так это все произошло, действительно. И я, знаете, у меня так чуть-чуть приподнялось все, в плане самооценки. А я теперь каждый раз, когда я так, начинаю говорить, я сразу ловлю на мысли, а если у меня действительно очень неплохой голос. Вы идите курсы. Вы знаете, у меня есть одна проблемка. Подводная лодка, смотри, Настя. Да. Вон водой. А завтра она еще будет? Или она сейчас плывет? Хотите, мы остановимся, вы выйдете, посмотрите. Ну так и что вот. Я очень неусидчивый. А на радио, насколько я понимаю, надо сидеть на месте, да, как бы и разговаривать. Но с другой стороны, возможно,
долгая болтовня компенсирует мою неусидчивость, и я вполне возможно впишусь. Вы знаете, я еще раздумываю. Я жду просто шикарного отпадного предложения. Типа я такой еду, и такой продюсер с Европы Плюс такой: чувак, а у тебя такой кайфовый голос. И я такой: фу, он такой: да нет, реально, я не из этих. Мне реально нравится твой голос. И такой: оп, и я где-то на радио. И такой, и Камолов входит, потом побирается, короче, а я такого места занимаю. А вы еще панк любите? Почему? У вас такая причесочка необычная. Нет, вообще не из этих. Ну, спасибо, что заметили. Мою причесочку. Дизайн. Как панк группировки. Да, такого мне еще пока не говорили. Ну, надо присмотреться. Татуировочка. Татуировочка. Браслетик кожаный, это волос, там кабачок. Вот все признаки. Все признаки панка. Да. Вам не Вы довелось. тоже подумайте, что у вас тоже там. Ладно, пошли мы высыпаться. Удачи вам. Спасибо. Мне где остановиться? Прямо здесь? Да. Это У нас супер тут просто. киношная лекция. Хорошего вам дня. Доживите до винчика. Да, спасибо вам. Пока-пока. Вот так вот. Я похож на панка. Такого у меня еще не было. Вот так вот прическа, кожаный браслетик, татуировочка. Она, наверное, меня какой-нибудь группировки типа Шнура, наверное, приписала чуть-чуть, потому что Шнур примерно так же стрижется, только с татуировками, я не помню, как у него. Но, в общем, это интересно. Вот такие вот пассажирки у меня бывают периодически.